Привет всем, дорогие друзья! Сегодня вот мы с Аленой, с моей коллегой по тестированию, решили записать такой некоторый подкаст, на который будем обсуждать животрепещущие темы по тестированию, скажем так, вообще, что происходит в мире тестирования и куда это все движется. Какой, значит, будет 2025 год в плане трендов на тестирование? Вот хотелось бы обсудить. Всем привет! Рада вас видеть. Если мои студенты смотрят, то вам привет отдельный. Спасибо, Дмитрий, что пригласил меня сегодня. Это действительно очень интересная тема, потому что рынок тестирования действительно активно развивается последние десятилетия, и сейчас особенно. Мы можем выделить некоторые тренды на позицию тестировщика, ключевые тренды сегодня. Так, и какие же это тренды? Вот ты думаешь сейчас, что происходит конкретно? Я могу выделить, наверное, три ключевых. Во-первых, это растущий спрос на автоматизацию. Компании ищут специалистов, которые владеют такими инструментами, как Selenium, Cypress, Playwright, а также понимают процессы CI/CD, чтобы ускорить тестирование и интеграцию. Во-вторых, я могу отметить это Угу, API-тестирование, то есть проверка взаимодействия сервисов через API стала неотъемлемой частью работы QA. Здесь угу. ценятся навыки Postman, Swagger и REST Assured. И, наконец, третий тренд это участие QA на ранних этапах разработки. Тестировщики больше вовлечены в анализ требований и предотвращение багов еще до написания кода. Это называется Shift-Left подход. Таким образом, я могу сказать, что сегодня работодатели видят QA как стратегических специалистов, которые помогают не только находить баги, как это было раньше, но и влиять на общее качество продукта. Я бы даже, знаешь, что добавил по поводу Playwright? Вот в последнее время, по-моему, на Playwright просто огромный фокус. Я не знаю, что происходит. Но такое ощущение, что Selenium, он чуть-чуть уходит на второй план. Нет, ну еще, конечно, не на втором плане, но такое ощущение, что Playwright прямо заменяет уже во многом подходы. То есть почему-то Playwright стало довольно много. Не знаю, как у тебя опыт в этом. Вот на интервью вообще спрашивают по Playwright или как, или все-таки фокус на Selenium, вот когда ты ходила на последнее интервью. Ну, тут можно сказать, что какие-то смежные сферы, они затрагиваются. Вот. Частые вопросы на собеседованиях как бы относятся к тому, что необходимо непосредственно в самой компании. То есть, если в компании используется Selenium, то, конечно, будут по нему вопросы какие-то, Мгм. но чаще всего на собеседованиях все-таки акцентируют внимание на какие-то практические навыки. То есть это умение писать баг-репорты, составлять тест-кейсы, работать с инструментами вроде Postman, как я говорила выше, опять-таки API-тестирование. Также из теории часто спрашивают такие вопросы, как, например, расскажите про жизненный цикл дефекта, виды тестирования. Сейчас все же ценится реальный опыт работы с приложениями и, конечно же, способность адаптироваться к конкретным задачам. Все-таки agile впереди планеты всей. Избыточная теория, как, например, ранее или какие-то редкие инструменты отходят уже на второй план. Если они не релевантны проекту, то опять-таки их спрашивать не будут. Но я обратила внимание, что даже если позиция на ручного тестировщика, то все равно бывают какие-то вопросы по автоматизации задает, просто чтобы понимать, насколько человек с этим знаком. И, конечно же, всегда спрашивают, готов ли этот человек развиваться далее в автоматизацию. Но все-таки чаще всего ищет человека уже с опытом в автоматизации. Да, в том-то и дело, что сейчас тестировщик это вот не то, что, мне кажется, раньше было лет 10 назад, да, то есть человек, вот ты говоришь, ручной тестировщик, ну и все, типа, и сиди там, ковыряйся руками. Сейчас хотят, чтобы ты и чуть-чуть администратор системный был, да, в какой-то мере, ну, CI/CD, по сути, да, и чтобы и ты разбирался с какими-то еще другими вещами смежными. Да, совершенно вообще меняется сфера, на мой взгляд. То есть, если раньше ручной тестировщик, ну все, человек, который просто руками что-то колотят там орехи и все, ему ничего не надо, то сейчас вообще все изменилось. Окей. Да, верно. И я бы тут еще хотела добавить, что вот я еще помню, когда только начинала в тестировании в 2014 году, кажется, вот, Мгм. там набирали ручных тестировщиков, ты по готовым тест-кейсам, ты их никогда не писал, проходил, заводил баги, и, в принципе, так ты занимался регрессионным тестированием от месяца к месяцу. То есть, Ну ам, да. да, вот. Поэтому, наверное, у некоторых все еще осталось такое
мнение, то, что ручной тестировщик это делает только какой-то манки-тестинг, вот, и Мгм, для мгм. этого не нужно какие-то глубокие знания. Иногда, к сожалению, люди думают, что попасть в IT через тестирование это хороший вариант, потому что ничего толком не надо делать, не надо программировать, не надо разбираться в системе и так далее. Но если раньше, может быть, это было так, то сейчас это совсем не так. Чтобы попасть в тестирование, нужно знать очень много всяких вещей и во многом разбираться, и нужно в это вкладывать свое время, нужно вкладывать в это свои ресурсы. И я бы так еще хотела сказать то, что этот тренд как раз-таки начал набирать где-то популярность в 2010-х годах, когда инструменты вроде Selenium стали каким-то стандартом. Но Мгм. именно на данный момент очень круто, что ты поднял вопрос об этих трендах, потому что сейчас это стало обязательным требованием в большинстве вакансий. То есть в большинстве вакансий нужна автоматизация, API и так далее. И, кстати, не забываем про SQL и базы данных. А, О да, SQL это самая, блин, мудреная вещь, честно говоря. Я хотел сказать, что тренд меняется в том, что не только SQL решения, но также и NoSQL решения сейчас, ну, используются программистами. Хотя, конечно, это не стало мейнстримом, по-прежнему SQL требуется, но тем не менее, вот есть некоторые такие изменения. А я вот что хотел спросить в плане тестирования. Вот ты обучаешь людей довольно долгое, продолжительное время, да? И вот на твой взгляд, почему, в принципе, люди идут на курсы по тестированию? Они идут в первую очередь потому, что им хочется как-то интересно провести время, пообщаться, им хочется занять себя, или же им реально хочется в итоге найти работу в тестировании. Потому что, вот, на мой взгляд, сейчас многие люди идут на эти курсы, когда просто вот не знают, что хотят, они туда вот стремятся, да, чтобы просто выделить, скажем, время, сказать семье, типа, вот, извините, сейчас я занимаюсь, что-то делаю и все такое. Вот по твоему опыту люди реально находят работу, все хорошо у них получается, или многие просто топчутся на месте, и для них это, как сказать, как повод что-то изучить, не знаю зачем. ну, я как раз недавно запустила еще одну группу. О, круто. Ам, Да, вот, и я всегда на вебинаре знакомстве спрашиваю, почему люди пришли в тестирование, что им интересно, Мгм. как они сделали вообще выбор в эту сферу, какие у них страхи, что бы им хотелось по окончанию курса получить и чего достигнуть. И, конечно же, очень всех привлекает эта удаленная работа. О, Вот. да. Кто-то пишет, что надоело работать руками, хочется работать головой. Кто-то говорит то, что были какие-то смежные области, и поэтому кажется, что тестирование — это то, что именно им подойдет. Кто-то, например, приходит, потому что он хочет войти, но не хочет заниматься, например, разработкой, то есть учить язык программирования, Мгм, а именно мгм. ручное тестирование. Также у меня есть студенты, которые хотят в автоматизацию, но понимают то, что сначала нужно освоить ручное тестирование, и только потом переходить в автоматизацию. Да. И это тоже очень похвально. То есть я вижу у себя очень много зрелых студентов, которые понимают, зачем они пришли. И Зрелых, извини, это люди за 40, да, то есть бывает там тестирование, нет, или как зрелых зрелых? в своем выборе, понимаешь, вот это самое Ага, важное. Да, понял. ну потому что как бы курс довольно-таки продолжительный, и на это нужно выделять время. Конечно, когда меня спрашивают: «А сколько, как думаешь, сколько людей дойдут?» Я пользуюсь фразой, которую говорил когда-то куратор еще на первом потоке. Сейчас у меня 33-й по Вау, номеру. ничего себе. Ну, прошло уже несколько лет, да, я запускала первый, поток. И, я не во всех этих потоках вела, но тем не менее приятно, что так много людей участвуют. То есть, И извини, получается, в потоке люди занимаются не только с тобой, но еще с другими учителями, да, получается так, что они как бы с тобой по какой-то теме занимаются, по другой теме с другими, или ну, как? это зависит от курса. То есть, Ага. например, если кто-то идет дальше в автоматизацию, это уже другие, учителя. Вот. Но, тем не менее. В общем, бывают, конечно, и, такие случаи, когда, например, приходит человек и говорит то, что я хочу в DevOps. И я ему говорю то, что подожди, если ты хочешь в DevOps, зачем тебе курс тестирования? Иди в Во, DevOps, не трать время. о Вот, том ну и как речь. бы да-да-да. Или, например, я там хочу разработчиком. Я такой, ну если ты хочешь разработчиком, конечно, здорово, что ты пришел на курс тестирования, вот, но иди Мгм. сначала учи разработку, вот, потом мы с тобой поговорим.
Бывает наоборот, например, на этой группе у меня есть разработчик, который пришел и хочет как раз-таки освоить тестирование, вот, Ничего писать себе. юнит-тесты. Да, это удивительно, хотя вот у меня до сих пор есть знакомые, которые работают в компаниях, и у них совершенно нету тестировщиков. Вот. И это, конечно, заканчивается все не очень хорошо. Ну, Вот. И конечно. как бы, да, ну, как бы мы еще по Майерсу Дань Майерса, шикарная книга, Ага, да. ага. Знаем, что как бы лучше всего, когда разработчик свой же код не тестирует, когда это другой человек, может быть, другой хотя бы разработчик или, может быть, тестировщик, но дело в том, что разработчики часто просто не хотят тратить на это как бы силы, время, и у них особо нету желания, поэтому Не, иногда я бы даже, даже... знаешь, я бы, извини, даже, знаешь, что добавил? В Ага. том плане, что у них нет мотивации, как бы, и стимула, потому что если ты написал продукт и считаешь его де-факто идеальным, я же бог, я его сделал, поэтому это не в его интересах находить там ошибки. Ну, как бы некоторые, Да, разные это разработчики психология есть. тестирования как раз. Это совершенно Да-да-да. верно. Вот. То есть ты даже если будешь писать тесты, ты будешь писать тесты, которые заведомо не найдут багов. Вот. Мгм, мгм. И такое, конечно, тоже присутствует. Поэтому тестировщики, они нужны, и очень круто, что как бы есть такая тенденция, что компании это понимают. К сожалению, не все пока что компании, но Мгм. большинство, и тенденция это сохраняется, и это очень здорово. И ты знаешь, хочу сказать, историческую справку небольшую сделать, что я Мгм. учился тестированию лет 15 назад в школе Портнова в Калифорнии. Вот, первые мои, так сказать, шаги в тестировании. И что интересно, что он рассказывал, что он-то сам начинал, свою школу открыл в конце 90-х годов, да нет, даже в середине 90-х годов. И вот он доказывал компаниям, что вот вам нужны тестировщики, эта сфера важная, все такое. То есть в 90-е еще людям нужно было доказывать, что это в принципе нужно. А компании сами по себе это как бы думали, а зачем нам лишние расходы, да? А сейчас как бы, вопросов такого не возникает, в принципе. Они готовы переплатить, лишь бы ну, продукт в итоге хороший был, более-менее, В чтобы можно было некоторых пользоваться. компаниях до сих пор, извини, перебью, в некоторых компаниях до Ага. сих пор такой вопрос возникает, и тут, конечно же, зависит только от лида, как он сможет, можно сказать, продать эту Мгм. позицию тестировщика. Вот, то, что вот, например, недавно разговаривали с моим знакомым, которые выпустили новую итерацию продукта в продакшн, и он говорит, то, Мгм. что там столько багов посыпалось, и я, говорит, все время говорю, что нам нужен тестировщик, который прям будет сидеть и все до мелочей там смотреть. Вот, Ага. но как бы год-два проходит, а тестировщика у них на проекте все еще нету, к В сожалению. И смысле, я надеюсь, что... они его не берут или текучка такая тестировщиков, извини? Почему Нет, так? у них нет вообще позиции тестировщика, они не открывают. А это стартапчик какой-то или компания такая Нет, средних размеров? это... Капец! Ничего Да, себе! поэтому я говорю, что такое тоже бывает. Вот, и это тоже нужно учитывать. Мне кажется, что если у нас будут смотреть разработчики это видео, то спрашивайте обязательно, есть ли у вас на проекте тестировщики, потому что иначе в таких вот релизах могут шишки лететь на вас. Вот. Да. А еще знаешь, что хотел сказать? Что вот у меня такой опыт был, что я в большой компании, опять же, работал, тестировал, и много багов создавал, грубо говоря, и разработчик это все видел. То есть, но до этого он не привык работать с тестировщиками. Он видел каждый день очень много багов, он злился, потому что их много, он говорит, он мне прибавляет работы и прочее. В итоге он пожаловался менеджеру моему на меня, сказал, типа, вот Дмитрий слишком много багов создает, он, короче, мне лишний, там, все у него не работает, вот у меня все работает, а он, короче, говорит, такой секой, в общем, он виноват во всем. Ну, у меня менеджер тоже не дурак, естественно, со мной это все обсудил, и пришел к общему решению, сказал, типа, дружок, как бы, ну, к этому, к программисту, что, ну, это же его работа, как бы, а твоя задача исправлять, ну, как бы, вот так это все работает. А то, что много делают, ну, окей, там, давай разбираться, что приоритет какой ставить, да, чтобы понять, что сейчас первое делать, что второе, что третье. Закончилось, в общем, это тем, что этого разработчика перевели в другую команду, просто он не смог со мной работать, потому что это, ну, не получилось. Ну, а с другими у меня разработчиками проблем не было, а вот и вопросов больше такого не возникало. Это просто такая небольшая историческая справка, да, как это все может пойти в плане тестирования. Мне кажется, это прям тема отдельного нашего разговора про взаимоотношения разработчика и тестировщика, потому что, О, ну, еще, да, когда-то давно сложилось такое поверье, то, что разработчик и тестировщик друг другу враги, но по факту мгм. это самые лучшие друзья, друг, помощник, брат и так далее. Вот, хотя вот тоже недавно ходила в одну компанию, видела, у них там у разработчика на футболке был принт, то, что, типа,
смотрит, говорит, это 9, а тестировщик, это 6. Вот. Я думаю, что в каких-то компаниях еще такое осталось, но в основном тенденция такая, что разработчики понимают, что тестировщик это их самый лучший помощник и отличное связующее звено между ними и бизнесом. Да, да. А у тебя как опыт работы с программистами вообще в целом? И не только с программистами, ведь тестировщики там и дизайнеры, и прочие-прочие ребята. Как у тебя был, в принципе? Да, и не только дизайнерами, еще это может быть клиентская служба, и не нужно про Мгм. них забывать. Это тоже отдельная тема для разговора. У меня много вообще историй, которые я могу рассказать. Во. Но Какая-нибудь такая опять, самая да. яркая. А, Самая яркая. Наверное, самое обидное и самое яркое было, когда две истории, когда ты не можешь никак повлиять на разработчика, и он находится, например, в другой компании, и твой Мгм. менеджер не может влиять на разработчика, и ты ему пишешь, почини вот это, пожалуйста, вот, и он говорит, то, что окей, в январе он тебе пишет, я починю это в апреле. Ты такой, отлично, хорошо, у меня есть сроки. Потом ты пишешь ему в апреле. Ты когда починишь? Там уже близко? Он говорит, ну, слушай, ну, как-то так не получается, в декабре, наверное. И ты ничего с этим не можешь сделать, ты понимаешь, ты не можешь Абсолютно. написать, да, потому что у тебя там этих багов просто тьма, ты не можешь написать на это автотесты, потому что там все забаговано. И вторая ситуация была, когда у меня от разработчика, ну, вообще в компании, где были довольно хорошие процессы, вот, но от разработчика мне все время приходила задача, которая вот я ее раскатываю на тестовую среду, и там ничего не работает, там даже раскатка не работает. И я ему возвращаю, начинаю заниматься другой задачей, он говорит, я починил. Раскатка в плане deployment не работает, что Да-да-да, такое? Ага. да. Вот, там все пятисотит, ничего не Мгм. раскатывается, потом раскатилось, а там как бы элементарно функционал, который по смог-тестам должен работать, он не работает. Я открываю, там ничего не работает. Вот, и вот так вот пинг-понг вот этой несчастной задачи, и это, конечно, очень и очень сильно выматывает, то, что вот это постоянное переключение, типа, ну, как бы не так, чтобы ты взяла Ну, задачу, запустила это наша работа. тесты, да, но тем не менее это то, что может, ну, как бы из-за чего тестировщик может выгореть. Потому что Да, если да. разработчик постоянно вот так вот как бы тебя дергает, и он не может... Ну, в общем, нужно договариваться, чтобы разработчик, чтобы был такой процесс, когда разработчик перед тем, как отправляет тебе задачу, проверяет ее самостоятельно, раскатывает ее, смотрит и так далее. И еще что, то, что как бы у нас в команде и вообще в компании было такое не принято, то есть у нас было то, что разработчик проверяет, тебе отправляет, и вообще, как бы остальные разработчики были такие золотцы, что до сих пор их вспоминаю. Ну вот. Бывает А, такое, да. Да-да-да, вот. И как бы это, в общем, это еще одна задача, которая, можно сказать, входит в обязанности QA, потому что QA — это еще и тот человек, который контролирует процессы, настраивает и улучшает их. Это как Мгм, раз-таки мгм. вот такие договоренности, которые как-то зафиксированы с разработчиками. Да, Вот. причем самое главное, никогда на слово разработчикам, ребят, вот вам совет, кто смотрит, никогда не верьте на слово разработчикам, если он сказал, что-то сделаю, задокументируйте это, напишите это в баге, попросите его отметить, допустим, или сами отметьте где-то в баге, да, что вот, ну, какие-то комментарии по текущему ходу расследования этой ошибки, да, то есть никогда не верьте на слово, и чтобы все это было запротоколировано, в общем-то, потому что тестировщик, он такой человек, он скажет, да, я исправлю, через неделю до сих пор не будет, или как вот Алена сказала, через там полгода еще ничего не будет, да, то есть вот такое Доверяй, дело. но проверяй. Да, если разработчик сказал, что все работает, то проверь. Если он сказал, что да я сам проверил, еще раз проверь. Мгм. А еще Вот. мне больше всего нравятся последние изменения в последнюю минуту. Это когда разработчик говорит, все, тут буквально эта одна строчка я поменял, у меня такое было. Вот, я думаю, ну, он говорит, ничего смотреть не нужно, все хорошо будет работать, все здорово. Ну, я смотрю, естественно, ничего не работает, а мы это хотели в продакшн отправлять, то есть такая вот история была. И то есть все такие потом мне говорят, аплодировали, Дмитрий, спасибо, что вот мы это не выкатили. Я говорю, ну, так это все моя работа, как бы, не верить на слово. Вот. А я по поводу интервью хотел, кстати говоря, поговорить по поводу последних твоих. На чем особенно фокусируются значит, работодатели? Что больше всего каверзно спрашивают, что хотят, в общем-то? Какой вопрос больше всего тебя доставал, в общем, в последнее время? Вот что хотел спросить. Есть ли у вас SKTB сертификат? О, серьезно? Ничего себе. А, вот, Самый частый вопрос. Но я просто рассматриваю на международном рынке, вот, и ага. как бы я думаю, что это и раньше было, как бы
важно для работодателя. Ну, то есть это указывалось как nice to have. И сейчас тоже это указывается в Мгм, основном как мгм. nice to have, вот, но, то есть, как не обязательно, но хотелось бы. Вот. Но, тем не менее, это все чаще встречается. Я думаю, что особенно для международной компании важно, чтобы тестировщики общались на одном языке. И, в принципе, Мгм. можно даже обратить внимание, когда приходишь в какую-то компанию, а, ну, по крайней мере, у меня больше было российских до этого компаний, то там какие-то свои особенности терминологии немножечко различаются. Вот. Да. И то есть ты как бы говоришь не совсем на одном языке, и там есть какие-то свои сокращения, которые, в принципе, в обычной жизни не встречаются. Например, в одной компании видела некоторые сокращения, и потом пошла в чатик с тестировщицами и спросила то, что вы вообще такое Что это встречали? Вы такое, знаете, что да? это такое? И они такие: Никогда». Вот. И как бы получается, что как бы немножко говоришь на разных языках, и в это приходится на это тоже тратятся силы, чтобы в это Мгм. вникнуть и понять. И мне кажется, что это некий такой, барьер. Причем барьер, когда ты говоришь на одном и том же языке, вот на русском, но Да. барьер из-за того, что там есть очень много каких-то специфических их сокращений, которые, ну, как бы они не везде. Сейчас еще Ам, очень часто термины с английского переводят на русский. Вот эта вот раскатка, допустим, ты сказала такую раскатка, деплой, потому что, ну, по-хорошему я бы сказал деплой, да. И я когда общаюсь даже со студентами, уже тоже бывает такой барьер, что типа вот я с английского пытаюсь слова какие-то загнать, да, а они мне там на русском, допустим, или наоборот что-то такое случается, и иногда так, да. Вот, видимо, да, сертификат для я этого понимаю. и нужен. Я стараюсь обычно как-то, когда с студентами разговариваю, я предполагаю, что, возможно, они какие-то слова не знают, и я всегда пытаюсь их объяснить, что это такое, или если я назвала на английском, часто бывает, что Мгм. студенты, они не знают английский, они, ну, как бы, например, учили где-то в школе, забыли и так далее, или какие-то слова специфические, я пытаюсь всегда все перевести как-то на русский, чтобы было понятнее, объяснить и так далее. Часто Ам, еще, знаешь, в курсах есть отдельный блок, да, где пишется там терминология английского языка для тестировщика, да, что-то такое, чтобы люди, в принципе, в курс дела вникали. и это довольно полезно. Мгм, мгм, Так, если возвращаться к частым вопросам, мгм, то, ну, как бы вопрос опять-таки про баг-репорты, тестовые задания стало чаще я, например, видеть, чем раньше. Например, там, API-шку протестировать, или там тестовое задание покрыть, например, автотестами, какую-то часть какого-то, например, тестового сайта, и так далее, и так далее. Вот, м, спрашивают как раз-таки про то, как бы ты, составил дефект, точнее, баг-репорт. Вот. мгм, мгм. Спрашивают про API, опять клиент-серверная архитектура. И если, например, раньше было достаточно, чтобы тестировщик сказал то, что ну вот есть клиент, вот Есть есть сервер. сервер, и они как-то там общаются. Вот. И раньше, опять-таки, у нас было много разделений, то, что был там тестировщик ручной, был автоматизатор, был тот, который Ага. занимается бэкэндом, фронтендом, мобилками. То сейчас вот открываешь вакансию, смотришь то, что типа нужно, чтобы он был И то, и и другое. и то, и другое, да, и чтобы в DevOps разбирался. И поэтому Ага. сейчас тоже часто бывает такое, что, тестировщики дополнительно еще идут и, как бы обучаются каким-то понятиям DevOps. О, кстати, на последнем собеседовании также спрашивали, типа: "Вы знаете, что такое контейнеры, докер?" Вот. М. Раньше такого никогда не спрашивали. И опять-таки про API. Если раньше, ну, как бы вот этого обозначения было нормально, вот, например, на уровне Я бы чуть джуниора и так поправил. далее. По-хорошему уже сказать API. Вот я всегда слышал API, но API, и когда я слышу API, я такой, господи, ну это же не так. Но с другой стороны, в русском-то API, правильно? Опять-таки, да, как будто говорим немножко на разном языке, да? Да, 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 Прости. да. Ну, как говорит Ам, Slack всегда говорил Slack. Я думаю, какой Slack, что это такое? Ну, я понимаю, что это просто мое мировоззрение, вот не более того. Так что, окей, извини, перебил. Всё нормально. Ам, так, то сейчас, например, на собеседованиях можно встретить, когда, то есть, что у нас есть там, request, response, какой протокол используется,
каким протоколом общаются базы данных с бэкэндом, бла-бла-бла, вот, а что такое TCP-протокол, вот, М, а что такое веб-сокет и так далее, и так далее. То есть сейчас требуется более глубокое вот это понимание, объяснение. Уже как бы совсем не хватает того, что ты вот знаешь, что такое вот есть фронтенд, бэкэнд, и они как-то общаются. Вот, и есть база данных. Вот. Да. И как бы при объяснении клиент-серверной архитектуры хотят более глубокого понимания. Также часто встречаются, например, коды ответа, вот, запросы, get, post, delete, put и так далее, отличие Апдейт, патч. их. А, про вот это обычно не спрашивают, хватает обычно стандартных, спрашивают, что можно, например, чем отличаются, или, например, можно ли отправить в get-запросе body. Вот. И если нет, то Мгм, почему? Вот. мгм. Да. То есть много вот таких вот каверзных вопросов. Если раньше, например, можно было встретить то, что какие-то вопросы связаны с тем, что перечислите все виды тестовой документации, вот, то сейчас вот По теории такие чисто догоняли дебри, в основном. да, то сейчас такие дебри не лезут, вот больше по тому, как что работает, вот, или, например, что ты использовал в DevTools, вот, при тестировании, например, веба. Это тоже могут спросить, чтобы, или как бы ты проверил, например, и опять-таки, что они хотят от тебя услышать, это тоже важно. Вот. И Да. могут задавать, да, какие-то вопросы, например, протестируй форму, протестируй то, протестируй это. И опять-таки скажу то, что даже если вы на позицию ручного тестировщика идете, все равно будут какие-то вопросы. Например, последний вопрос, когда я проходила, было, как на любом языке программирования, который ты знаешь, можно Мгм. повернуть строчку, ну, то есть развернуть. Вот. Напиши код, который Ну, разные вариации. может повернуть строчку, да. Разные вариации, как ты можешь сделать это. Или так, или так. Ну, Да, логично. или, например, немножко более усложненный вариант насчет того, ам, м, что эта строка является палиндромом, то, что она с двух сторон читается одинаково. Вот, такие Мгм. как бы какие-то. То есть, и это уже даже с учетом того, что если ты просто на ручного тестировщика идешь, поэтому, мне кажется, какие-то базовые знания обязательно по Но программированию нужны. без этого вообще Вот, никак, в хотя, принципе. да, лид-код спасает. Letcode — это, значит, сайт, по которому можно попрактиковаться, да, как понимаю, на разными задачками Да-да-да-да. из реальной жизни. Друзья, сегодня мы обсудили такие важные, животрепещущие темы из тестирования, да, то, что вот нам лично казалось интересным. Получился несколько такой сбитый формат, потому что хотелось обсудить, конечно же, больше, но вот как получилось, я думаю, что это будет весьма полезно и интересно. Спасибо всем, подписывайтесь. Также на канал Алены по тестированию тоже заходите, у нее там довольно много всего интересного. Вот, ссылочка будет в описании. Спасибо и пока. Пока-пока.